Друзья, добрый день. Сейчас я вам докажу, что Путин типичный троцкист. Зачем нам это знать? Затем, чтобы полностью понимать его стремления, его желания, его методику и то, что в результате этого всего произойдет. То есть, как нам отвечать на эти действия, чего ожидать и каких последствий ожидать. Путин – это Троцкий сегодня, Путин – верный продолжатель дела Троцкого. При встрече они бы обязательно распили бутылку водки, подняли тост за мировую революцию, обругали Сталина и выпили бы третью рюмку за женщин. Но начнем давайте по порядку, как мы любим. Итак, не было и нет, и не будет никогда у русских коммунистов более заклятого врага, чем Троцкий. Вот они даже с Гитлером могли вести дела. Заключать пакты, делить Европу, оккупировать страны совместно, проводить парады совместные и так далее. Но с Троцким у них не было ничего общего. С определенных пор. С тех пор, как они его удалили из руководства страны и выгнали, и выслали из страны вообще, за границу выгнали. Ничего общего, только по голове ледорубом. Сначала застрелить хотели, застрелить не получилось. Тогда ледорубом. И это странно, правда? Вроде бы соратники были, вместе революцию делали. В 17 году. А Троцкий еще в 905 делал революцию. Боролись с империализмом, царизмом, капитализмом, помещиками, белыми, синими, зелеными и так далее. И вдруг стали непримиримыми врагами. Давайте разбираться. В чем суть политических противоречий между Лениным, Сталиным и Троцким? А тогда мы поймем, почему Путин троцкист, а без этого не поймем. Ленин всегда был за мировую революцию. Так как считал, что отдельную страну победившего пролетариата, в кавычках, то есть победивших коммунистов, мировой империализм задушит коллективными усилиями. Навалится всем миром и задушит. И вот Россия для раннего Ленина – это ресурс будущей мировой революции. И с помощью России Ленин надеялся разжечь мировую революцию и победить в мировом масштабе. И в этом смысле, как он говорил, на Россию плевать. Не вообще плевать, что будет Россия, не будет, а вот в том смысле, что ее надо выжать из нее все возможное, чтобы совершить и победить в этой мировой революции. Потому что Ленин прожекторски также полагал, что пролетариат Европы восстанет, глядя на события в России, и поможет русским большевикам создать единое коммунистическое пространство от Бреста во Франции до Курил на Дальнем Востоке. Но этого не случилось. Троцкий тоже был за мировую революцию. Но Ленин в начале 20-х годов прошлого века, объективно оценив реальность, одумался и заявил буквально следующее. Мы, безусловно, провалились. И после чего, как сугубый практик, все-таки председатель правительства, руководитель партии большевиков, он начал строить НЭП, новую экономическую политику, который был, в общем-то, таким лайтовым капитализмом. И начал он его строить в отдельно взятой России. То есть он уже на мировой революции поставил крест, по сути дела. Нужно
восстанавливать страну. Вот что решил Ленин. Ну, мол, пока так. А потом посмотрим. Ну, не отдавать же власть после всего того, что они там наворотили в России и в других странах, вообще по всему миру. А вот Троцкий не одумался. И он по-прежнему стремился поставить ресурсы России на службу мировой революции. Вот прямо сейчас. Все кинем на победу мировой революции. И вот будем создавать трудовые армии, бросим все ресурсы в топку войны с капиталистами. Вот, а иначе нас все равно задушат. И вот никакого лайтового капитализма план Троцкого, естественно, не представлял. Марш левой, вперед, значит, до Ла-Манша, а там и еще дальше. Построим мировую республику Советов. Ну, тогда эти мысли были свойственны не только Троцкому, а они перетекли плавно из революционного настроя первых лет гражданской войны. Они были созвучны первым действиям в этом направлении самого Ленина, и поэтому они как-то воспринимались более широкими массами населения России как естественные в каком-то плане. Теперь Сталин. Сталин тоже был за мировую революцию. Ну, естественно, он же не дурнее, да, Ленина и Троцкого. Но вначале Сталин намеревался создать Красную империю и милитаризовать страну до такой степени, чтобы армия России могла принести мировую революцию на своих штыках, на своих танках. Сначала в Европу, а потом всем остальным странам. Понимаете различие? Ленин и Троцкий хотели наскоком, а Сталин хотел подготовиться. Ленин и Троцкий типичные авантюристы в этом смысле. Но Ленин-то осознал и сменил политику, а Троцкий продолжал упорствовать. Зато Сталин все предусмотрел, как если бы он сам лично своими руками, так сказать, своей головой планировал следующую мировую войну, сидя в кабинете в должности начальника Генштаба Красной Армии. Ну, собственно, он ее и планировал, и именно так. Собственноручно, своей головой, только не в Генштабе у него был кабинет, а в Кремле. Ну, или там где-то на даче он работал. Но не Жуков же планировал. Что дегенерат. Но это другая история. И вот мы подошли к анализу политики Путина. Теперь уже можно сравнивать. Есть с чем. Путин авантюрно бросил вызов Европе и США, не имея для этого достаточных резервов. Помчался на Киев, как в свое время Тухачевский по приказу Ленина и Троцкого на Варшаву. Загнал страну под санкции Запада и поставил в зависимость от Китая. Результаты его экспансии невелики. Потери огромны. Европа, Америка и НАТО не побеждены, даже вообще никак. Хоть на самую малость нет. Не побеждены. Но сейчас могло бы настать время, чтобы на арену истории вышел новый Сталин. По аналогии исторической. Потому что история повторяется. Ничего такого особо нового в истории нет. И мог бы выйти Сталин новый на арену. Но всех потенциальных Сталиных, кто был с ним у власти, Путин давно зачистил в зародыше. И Сталиных, и Бухариных потенциальных, и Зиновьевых, и Каменевых, вот, и Рыковых, вот всех зачистил. Нету их. Да и сам путинский политический курс отнюдь не сталинский, не эпохальный,
не продолжение там ленинского какого-то курса на всемирную пертурбацию. И не харизматичный ни разу. Это никакая не мировая революция, это только восстановление Российской империи, то ли в виде СССР, то ли в виде царской России. Ну, думаю, Путин и не представляет до конца, значит, цельно не представляет до конца, какая у него цель. Но главное сейчас провести очередную авантюру, что-то там оттяпать, кого-то там победить, кого-то наказать, кому-то отомстить и так далее. А цели какой-то такой серьезной не просматривается. Вот почему я утверждаю, что нынешняя Россия, уже давно утверждаю, уже, наверное, больше 10 лет, а может и даже больше 15 лет, я утверждаю, что Россия – это сейчас страна победившего троцкизма. Кстати, в США Демократическая партия, Демпартия и Deep State со времен Обамы, глубинное государство со времен Обамы, это тоже классическая троцкистская партия. В России Троцкий не создал своей политической отдельной силы в виде партии, он создал только внутрипартийную оппозицию троцкистскую. Вот, но ее разгромили. А теперь громят в США партию, которая называется Демократическая партия. Вот. Троцкистская она по сути, по содержанию и по форме. Вот этим и объясняется соперничество американского истеблишмента с Путиным. Это конкуренция между двумя ветвями троцкизма, которая переходит время от времени в закулисное сотрудничество. Как, например, в деле борьбы с общим врагом, в деле борьбы с Трампом. Когда на Трампа обе, так сказать, троцкистских организаций вот, объединились для фабрикации какого-то там досье о том, что Трамп, значит, неподобающе себя сексуально вел во время визита в Москву, ну и так далее. Типичная лажа, вот как раз в троцкистском таком отвратительном стиле. А кто победит? Кто победит в этой драчке между троцкистами США и троцкистами России? А вот тут и спорить не о чем. Победит ледоруб. Вот я так вижу. А вы как считаете, господа? Напишите, пожалуйста, свое мнение. Это очень любопытная, интересная, познавательная тема, которая выводит нас прямо вглубь интеллектуального понимания того, что происходит нынче не только в России и Америке, но и вообще в мире, где левые сражаются с правыми, а по сути дела волюнтаризм одного пошиба сражается с волюнтаризмом другого пошиба. А вы, еще раз, как считаете, задаю этот вопрос, господа, напишите. Спасибо за внимание.